Всем привет! Сегодня я хочу вас заразить вышивкой крестиком и показать, какие флажки замечательные я вышиваю на каждый месяц своего ребенка. И получается вот такая гирлянда. Для начала я сделала трафарет флажка. Он у вас может быть свой, любые размеры, маленький, большой. Но у меня 15 сантиметров на 20, по-моему. Вот. И я на ткани я взяла лен, у меня были остатки светлый, голубой и зеленый. Нарисовала флажочки, далее скрепила булавками, чтобы ничего не разошлось. Вырезала. И с использованием водорастворимой канвы я буду вышивать на своих флажочках, потому что это лен. Я не знаю, как иначе вышивать, если не использовать водорастворимую канву. Я ее покупала в обычном магазине Леонардо. Она не дешевая. Можно, возможно, заказать с Алиэкспресс. Выйдет дешевле, потому что тут маленький кусочек. Это у меня уже второй. Потом я отмечала, сколько мне потребуется вышивки. Да, у меня там 30 на 30 клеточек должно быть. Каждая цифра помещается. И приделывала к флажкам. Далее нашла замечательную доску. Ссылка будет в описании. Там собраны различные цифры. Вот. Я выбрала, которые понравились мне. Это называется цифры Patchwork. И приступила как раз-таки к вышиванию. Я показываю вам на примере цифры 5. Ну, до этого, естественно, я вышивала 1, 2, 3, 4. А на пятерке я уже решила заснять видео, потому что подумала, что мне было бы интересно такое посмотреть. Многие мне писали, что это замечательная просто идея, поэтому вот делюсь с вами. Я не всегда беру те цвета нитей мулине, которые представлены на схемах. Вот сейчас полностью должны быть фиолетовые, но у меня по рисунку моему зеленый флажочек, и фиолетовый на нем будет темно смотреться. Поэтому я разбавила фиолетовый желтым цветом. Все равно получилось темненько, но мне так больше нравится. Также я еще какой-то третий, по-моему, флажок тоже сделала другим цветом, потому что решила, что не подходит мне тот цвет, либо слишком уж блеклые какие-то. Вот. Также, когда я вышивала 5-й флажок, я снимала его, поэтому не могла вышивать его вечерами. А шестерку я вышивала вечерами, и поэтому она уже почти готова, потому что на самом деле можно вышить, за 2 вечера, наверное. Мне было вообще очень интересно вначале вышивать, потому что я еще была только беременна, когда вышивала первые 3 флажка. Вышила быстро и подумала: вау, как классно. А когда родится ребенок, я буду каждый месяц вышивать по одной цифре. В итоге, что вы думаете? Когда 3 месяца уже исполнилось ребенку, у меня не было готово ни одной последующей цифры. И 4-й месяц я уже вышивала, вот именно когда была дата 4-го месяца. А сейчас я решила: так, возьмусь, вышью заранее, чтобы потом себя не торопить никуда. Ну и зачем я это делала? На самом деле я думала, что мне не будет хватать времени ни на какое творчество, а вот именно флажочки эти я точно должна успевать вышить, чтобы, как-то вот творить. Но, как видите, у меня все получается. Я иду, я вышью все 12. Правда, там есть загвоздка с цифрами, когда будет 10, 11, 12. Но нолик я точно вышью. А 11, 12 не буду вышивать полными. Я вышью единицу и двойку. И будем 2 флажочка совмещать. Вот, на видео я вам не стала показывать, знаете, супер быструю версию, как я вышиваю все это. Я тут немножко разрезала видео, то есть вот сейчас я уже вышиваю другим цветом. Я взяла желтый яркий, желтый светлый и беленький там будет. Потом еще будет черная окантовка, и вы все увидите. Надеюсь, что вам, правда, очень понравится. Еще мы с семьей съездили в отпуск, и у нас была фотосессия, на которой удалось запечатлеть эти флажки. И в конце видео вы увидите несколько кадров, потому что у меня у самой есть только пару кадров. В одной из соцсетей мне все пишут: как здорово ты придумала, как классно то, что каждый флажочек, он и как отдельный, и превращается в общую гирлянду. Но вы это увидите, когда я уже буду пришивать ниточку. Вот. И я, знаете, что подумала? Что, наверное, стоит вышить алфавит. Я начала думать, как его сделать. Думаю, нифига себе, 33 флажка. Или не флажка, а каких-либо предметов других. Но потом я увидела схему, там, где на одном листе вышит полный алфавит. То есть, может, я возьму большую такую канву, и там алфавит полностью вышит, и по бокам там различные штучки. А другой, который я смотрела, там была каждая буква, и к этой букве там, например,
буква Т, тапочки, там еще что-то. Но думаю, нет, такое я не выдержу. Вышивать я, конечно, люблю, но 33 буквы и плюс еще рисунок, и он достаточно такой объемный. Вот эти цифры, они небольшие. Вот я, как уже говорила, тут 30 на 30 клеточек, ну и они вышиваются довольно легко. Я, кстати, ничего не сказала по технике своего вышивания. Я не умею вышивать, мне кажется. Я вышиваю как захочу, как куда пойду. Я ничего не рисую. Начинаю то сбоку, то с середины. Ну, то есть вот так вот хаотично. Естественно, допускаю ошибки. Очень часто допускаю ошибки. В цифрах у меня уже было несколько ошибок. Но все равно как-то выкручиваюсь, и они становятся незаметными. Не знаю, как это происходит. Я уже много раз говорю в своих мастер-классах, я вообще не перфекционист. У меня нет такого, что нужно идеально что-то выполнить. Ну, то есть не прям ужасно я все делаю, но вот как-то среднее. И мне почему-то нравится. Так что если вы ярые перфекционисты, то тут нужно все тогда строго соблюдать, все делать. Но я вот так вот не тяп-ляп, но все делаю хорошо и с душой. Вот уже цифра у нас с вами проявляется, да, фиолетовый вышит, желтый, сейчас светло-желтеньким я делаю, и потом беленький останется. И давайте встретимся с вами уже чуть попозже. Посмотрите, как здорово уже даже получается. Я вообще очень довольна. Остался только один беленький цвет. Я буквально здесь ставила пару видео, чтобы не было сильно скучно. Еще я вышивала это для того, чтобы на самом деле создать, знаете, супер ускоренную версию вышивки. Ну, то есть я выложу это в одну из соцсетей, и там будет очень ускоренная как бы съемка видео вот этого вышивания. Мне кажется, это очень круто. Ну, то есть, знаете, вот я вышивала и снимала где-то около 3-4 дней, потому что мне нужен был свет, мне нужно было свободное время, чтобы ребенок либо играл, либо спал. Вот. И потом все 4 дня твои превращаются просто в минуту. Мне почему-то это всегда весело. Потому что я думаю, капец. Я столько трудилась, и ну, люди посмотрят это за минуту, но я надеюсь, что это вдохновляет, потому что некоторые макраме свои панно работы я тоже так люблю снимать, что хоп-хоп, это все готово, но потом люди начинают делать и пишут мне, как же это долго, как то, как все. Ну да, то есть в моем видео в минуту все входит, и кажется, что это быстро. Так, я заговорилась, но тут, смотрите, я уже сделала окантовку, я уже погладила свои флажочки, и сейчас буду делать, возможно, самое нелогичное дело, но я другого не придумала. Я выворачиваю флажки, булавками их сцепляю, скрепляю, и вот эту верхнюю линию, которая не была разрезана, разрезаю. Далее я буду прошивать на машинке бока и низ. Вот я прошила, и сверху остается дырочка. То есть вот мы выворачиваем здесь все наши флажки. У меня обычно треугольники ровно не получаются всегда, они со скосом каким-нибудь таким кругленьким. Вот, а сейчас нам потребуется взять, у меня это плетеный шнур, около 70 сантиметров, и я его, как бы центр его пришиваю вот сюда к флажку, складываю флажочек и руками уже пришиваю, потому что несколько раз сломала иголку на машинке, когда пришивала на машинке. Просто руками шов вперед иголку, он так называется, да, вышиваю. Наш флажок, пятерка готов, посмотрите, я их вешаю на кроватку, и вот у нас уже 5-й, кроватка заканчивается, так что интересно, что будет дальше. Будем пододвигать на 6-й, на 7-й. В общем, вы посмотрите кадры. Правда, получилось очень здорово. Все ссылки я оставлю под видео. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, на мое ВК-сообщество и до новых видео. Всем творчества!